Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре я хочу с вами поделиться процессом декорирования шаров в мраморном бархате в морозном бирюзовом цвете диаметром 8 сантиметров. Декорировать шары я буду лепниной из новых молдов. Это елка и рамка. Надеюсь, видеообзор будет для вас интересен и полезен. Приятного просмотра! Видео я ускорю, но все важные моменты я буду озвучивать. И первый шар я буду декорировать лепниной в виде елки. Клеить я буду на клей B6000. Промазываю клеем полностью всю поверхность лепнины. Затем прикладываю на середину шара и держу несколько минут. Елка на месте, и теперь нужно ее украсить. В качестве дополнительного декора я выбрала цепь со стразами шириной 3 мм. Эта цепь мне нравится, что она не просто прозрачные стразы содержит, а они переливаются хамелеоном в зависимости от попадания света. Низ елки я проклею цельной цепью, а чтобы украсить остальную часть елки, я буду разрезать цепь на стразы. Цепь я буду клеить тоже на клей B6000, и, как вы помните, все нужно делать аккуратно. То есть сначала мы наносим небольшое количество клея, прикладываем цепь и придерживаем ее, чтобы она закрепилась на шаре. После того, как цепь закрепится, затем мы доклеиваем остальную. Дальше я буду украшать стразами елку по рельефу. И еще мне пришла в голову такая идея нарядить ее сверху. То есть я добавлю пару страз на саму елку. И, конечно, чтобы этот процесс вам не показался таким нудным, я ускорю видео. Помните, что этого клея много не нужно, так что добавляйте по чуть-чуть. Если же где-то все-таки лишний клей у вас вышел за пределы стразы, вы можете его легко убрать. В этом и его преимущество. Я убираю с помощью отвертки маленькой, либо пинцета, как кому удобно. Елка уже получается нарядной, и осталось обработать края стразами. Клей я буду добавлять по капельке под каждую стразу, так это будет более эффективно и надежно, и, соответственно, аккуратно. Некрасивый шов на шаре я закрыла тесьмой серебряного цвета шириной 5 мм. И наверх я еще добавлю декоративную ленту со стразами в 2 ряда. Сначала клей я добавляю на один ряд и фиксирую на шаре, а затем буду добавлять клей на каждые 3 ряда. Декоративную ленту со стразами я проклеиваю горячим клеем. Вместе
Вместе с лентой я уже приклеила крючок. Для него я использую металлизированный шнур длиной 16 сантиметров. И для этого шара я буду использовать вот такой бант с бабочкой. На моем канале есть мастер-класс, как сделать такой бант. Посмотреть вы можете его по ссылке вверху. Клеить бант я буду на горячий клей. Шар почти готов, осталось приклеить бант на обратную сторону шара. Клеить его я тоже буду на горячий клей. И теперь поделюсь с вами конечным результатом, какой получился елочный шар. По-моему, по-настоящему новогодний и сказочный. Получилось очень красивое сочетание декора и цвета. И теперь к этому шару нужно сделать пару. Второй шар я уже обрамила декоративной лентой со стразами, добавила крючок и приклеила бант на обратную сторону. Для лицевой стороны шара я буду использовать точно такой же бант с бабочкой и декорировать буду вот такой рамкой из текстурной пасты Сонет. Также в качестве декора для этой рамки я буду использовать вот такой кабошон и задекорирую рамку еще цепью со стразами, точно такую же, как использовала на другом шаре. Процесс работы точно такой же, как и для первого шара. Сначала я приклею лепнину на шар, затем добавлю кабошон и уже потом буду декорировать цепью со стразами. Тонкую и ажурную лепнину единственное клеить, конечно, тяжелее, так как при проклейке нужно, чтобы абсолютно ровно легли все края самой лепнины. Клей наносим точно так же на всю поверхность лепнины, затем накладываем на шар и придавливаем, но не сильно. Отпускаем руку и смотрим, как легла лепнина. Если нужно где-то подправить края, мы аккуратно пододвигаем их и затем снова прижимаем к шару. Именно благодаря тому, что этот клей сразу быстро не высыхает, можно скорректировать свои движения на шаре. Кабошон я приклеиваю на тот же клей, что и остальной декор, держу несколько минут и затем только отпускаю. Здесь тоже нужно быть очень внимательными, чтобы кабошон приклеился четко посередине и никуда не съехал в бок. Цепь со стразами я не буду проклеивать полностью по всей рамке, а лишь выборочно. И опять же, где-то я ее буду проклеивать цельными кусками, а где-то буду резать на стразы. И вот такой декор получился на этом шаре. Смотрится очень нежно и изысканно. Теперь к шару осталось приклеить только бант. Клеить я его буду, конечно же, на горячий клей. Ссылки на молды, цепь со стразами и кабошоны я оставлю в описании под видео. Вот и второй шар готов. Мне очень нравится. Получился очень нежный декор. Сочетание мраморного бархата, конечно, с таким декором смотрится просто шикарно. Надеюсь, видеообзор вам понравился и был полезен. Если после просмотра у вас остались какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. А дальше видео можно посмотреть, как эти два шара смотрятся вместе. Всем пока!